В затерянных уголках мира до сих пор существуют места, которые излучают магию и таинственность. Одно из таких мест — Гималаи. Эти горы, величественные и неприступные, всегда притягивали исследователей, искателей приключений и просто любителей тайн. Недавно в одной из самых удаленных областей Гималаев была сделана поистине удивительная находка, которая заставила содрогнуться даже самых опытных ученых. Это открытие стало настоящей сенсацией и вдохнуло новую жизнь в старые легенды и мифы о древних монахах и их невероятных секретах. В далеком уголке Гималаев, куда редко ступает человеческая нога, экспедиция исследователей наткнулась на нечто удивительное. Это были не просто руины древнего монастыря или забытые артефакты, а живые монахи, давно считавшиеся исчезнувшими. Их существование казалось вызовом времени и пространства. С виду они выглядели как обычные старцы, но их глаза, полные вековой мудрости, и непоколебимая аура покоя, окружавшая их, рассказывали более глубокую историю. В тот момент, когда первая группа исследователей обнаружила их, возникло ощущение, будто окружающий воздух изменился, стал более густым и насыщенным. Монахи, словно воплощение духа Гималаев, не проявляли враждебности или удивления по поводу незваных гостей. Казалось, они всегда знали, что когда-нибудь их уединение будет нарушено. Вместо страха или недовольства такая встреча пробудила в них новый интерес к окружающему миру. Наблюдая за монахами, становится ясно, что они живут по законам, отличным от наших. Их внутренний мир полон тайн. Стоит один раз взглянуть на них, и становится понятно, что эти монахи обладают знаниями, которые мы только начинаем постигать. Исследователи, привыкшие полагаться на современные технологии, были ошеломлены тем, как люди, живущие в таких суровых условиях, смогли сохранить здоровье и дух в совершенной гармонии. Секреты их долголетия и устойчивости к суровости края поражают воображение. Однако настоящая загадка скрыта глубже. Говорят, что эти монахи являются хранителями древних знаний, способных изменить представление о современном мире. Что же на самом деле охраняют эти затерянные в горах старцы? Вопрос остается открытым, и исследования продолжаются. В следующем эпизоде этой истории ожидается рассказ о встрече, которая станет началом раскрытия тайн отшельников, живущих вне времени. Погрузившись в эту историю, мы обнаружим, что за простотой внешнего облика скрываются глубины мудрости и знания. После первого потрясения и приведя дыхание в порядок, исследователи не могли отвести взгляд от удивительных монахов, стоявших перед ними. Это было как встреча с прошлым, внезапно материализовавшимся в настоящем. Их пристальный взгляд словно проникал в самую суть, создавая ощущение, что они видят намного больше, чем доступно обычному человеку. Эти монахи казались нарушающими законы природы и времени. Их кожа, хоть и покрытая морщинами, выглядела здоровой и сияющей, а в движениях чувствовалась гармония и легкость. Несмотря на возраст, они казались способными прожить еще многие годы. Исследователи, приверженные современной медицине и науке, задавались вопросом, какая сила поддерживает их в таком состоянии? Монахи оказались удивительно дружелюбными и открытыми. Они приветствовали гостей с улыбками и жестами. Они не говорили на языке, понятном ученым, но язык жестов и мимики позволял им общаться без слов. Их обитель была простой и лишенной излишеств, что лишь подчеркивало аскетичность их образа жизни. Постепенно становилось ясно, что монахи живут по древним принципам, сохранившимся сквозь века. Эти принципы основаны на гармонии с природой и понимании мира как единого целого. Внешний мир со всеми его заботами и проблемами казался им чуждым и незначительным.
В этом уединении, вдали от цивилизации, эти люди нашли способ жить долго и счастливо. Один из монахов, самый старший в общине, предложил исследователям разделить с ними одну из простых трапез. Еда была скромной — рис, овощи и травяной чай, но наполненный смыслом и силой. Ученые, привыкшие к другой пище, с интересом наблюдали, как монахи спокойно и безмолвно наслаждаются каждым кусочком. С каждым днем, проведенным рядом с ними, исследователи открывали новые аспекты их существования. Оказалось, что эти монахи не просто выживают, а процветают в условиях, которые казались бы невыносимыми для других. Их секреты, по-видимому, скрыты в простоте жизни, умиротворенности ума и заботе друг о друге. Все это создает ощущение, что их мудрость и знания предназначены для того, чтобы однажды быть открытыми миру. Несомненно, в этой встрече было нечто большее, чем просто научный интерес. Это была новая глава в истории человечества, которая только начинала раскрываться. Но что делает эти знания такими важными, и почему они так долго оставались скрытыми? Какими тайнами наполнено это место, и каково его предназначение? Ответы на эти вопросы пока неизвестны. Однако одно ясно. Встреча с монахами стала началом чего-то более великого, чем можно было предположить в начале. Продолжая изучение загадочной общины, исследователи приближались к открытию, которое обещало раскрыть секреты древних знаний и, возможно, навсегда изменить понимание мира. Существование монахов как мост между прошлым и будущим манило своей загадочностью и обещанием великих открытий. Секреты их долголетия и выносливости поражают воображение и заставляют задуматься о переосмыслении наших представлений о жизни и здоровье. Эти старцы казались нетронутыми временем, а их энергия напоминала энергию людей вдвое моложе их. Но что является ключом к их долголетию и удивительной выносливости? Погрузившись в изучение их образа жизни, ученые обнаружили целый спектр практик и ритуалов, вплетенных в повседневную жизнь монахов. Среди них утренние и вечерние медитации, практики глубокого дыхания и особая диета, основанная на местных овощах, фруктах и травах. Особенно удивительным оказалось использование редких гималайских растений, которые, по местным легендам, обладают уникальными целительными свойствами. Монахи придают особое значение питанию. Оно не только поддерживает физическое здоровье, но и способствует духовному развитию. Питание для них — это философия, основанная на уважении к природе. Они верят, что каждая часть пищи содержит внутреннюю силу, способную поддерживать гармонию тела и разума. Отсутствие переработанных продуктов и синтетических добавок кажется здесь естественным выбором. Кроме диеты, физическая активность играет важную роль в их жизни. Практики йоги и медленного растяжения помогают сохранять гибкость и силу, а в сочетании с умственной дисциплиной создают устойчивость к стрессам и болезням. Эти монахи демонстрируют, как понимание работы тела и разума способно преобразовать повседневную жизнь. Однако самым поразительным для ученых стало то, что их долголетие обусловлено не только физическими практиками. Монахи владеют техниками, позволяющими концентрировать и направлять ментальную энергию, достигать глубоких состояний осознанности и равновесия. Постоянная работа с сознанием укрепляет дух и помогает справляться с физической болью и недугами. Монахи также используют методы облегчения боли и лечения травм, световое и звуковое исцеление, древние техники, передаваемые из поколения в поколение. Эти знания окутаны завесой таинственности и недоступны человеку, не посвященному в их секреты. Наблюдая за практиками, ученые начинают понимать, что медицина может быть гораздо шире и разнообразнее, чем принято считать. Они живут не в изоляции от мира, а в осознанном единении с ним.
Это создает мощную позитивную энергию, защищающую от негативных влияний окружающей среды. Знания и мудрость, которые они охраняют, передаются лишь наиболее достойным, способным признать и уважать древние традиции. Теперь, когда завеса тайны приоткрыта, многие задаются вопросом, могут ли эти секреты долголетия и здоровья быть адаптированы для повседневной жизни за пределами Гималаев? И если да, то что это будет означать для людей из других культур и традиций? Ответы на эти вопросы могут изменить подход к здоровью и благосостоянию. На пути открытий ученые продолжают погружаться в мир монахов, готовясь к тому, что ждет их впереди. В следующей части исследования могут появиться ключи к пониманию древних свитков, содержащих пророчество и мудрость многих веков. Эти свитки потенциально хранят ответы на многие тайные вопросы, остававшиеся нерешенными столетиями. Однажды, когда первые лучи солнца нежно коснулись заснеженных вершин Гималаев, исследователи обнаружили загадочные свитки, бережно хранимые монахами в их древних обителях. Свитки были выполнены на пергаменте, которому, по оценкам, несколько сотен лет. На пожелтевших страницах, стертых временем, можно было различить символы, казавшиеся светящимися, словно солнечные блики на воде. С первого взгляда стало ясно, что записи не являются случайными заметками. Это сложные тексты с многослойными значениями, полные загадок и символов, требующих тщательного изучения. В свитках использованы десятки языков и различные системы письма. Их повествование тянулось сквозь века, связывая прошлое с будущим. Исследователи, которым посчастливилось увидеть эти тексты, осознали масштаб открывшихся перспектив. Среди записей были предсказания, поражавшие точностью и детализацией. Упоминались крупные исторические события, такие как падение великих империй и преобразования в разных уголках мира, которые действительно произошли задолго после составления текстов. Это заставляло задуматься о природе, времени и знания. Кроме пророчеств, свитки содержали описание технологий и практик, опережавших свое время, способы управления энергией и силами природы, которые современные ученые лишь начинают постигать. Это было сродни взгляду в будущее через призму древней мудрости. Такие открытия обещали кардинально изменить представление о возможностях человека. Монахи, хранители традиций, бережно охраняли свитки и передавали их из поколения в поколение. Они говорили, что тексты не должны попадать в случайные руки и должны оставаться у тех, кто понимает их истинную ценность и предназначение. Свитки также содержали философские размышления о предопределенности и свободе воли, о месте человека в мире и его роли во Вселенной. Эти мысли заставляли ученых пересмотреть собственные представления о возможностях человеческого разума. Постепенно шифры свитков поддавались расшифровке, и ученики, пришедшие изучать древние тексты, погружались в мир, где временные барьеры начинали терять силу. Это было удивительное путешествие, в котором исследователи учились у прошлого, чтобы изменить будущее. Однако у текстов была и темная сторона. Монахи не желали раскрывать полную информацию никому, кто не был подготовлен. Утверждалось, что в некоторых свитках содержатся знания, опасные при неправильном использовании. Хранители считали, что такие знания могут принести как благо, так и разрушение. По мере продвижения в изучении исследователи понимали, свитки — не просто древние тексты, а ключи к новому этапу развития человечества. Они содержат потенциал для радикальных изменений в науке, философии и понимании человеческой природы. Это только начало главы удивительного открытия. Впереди еще множество тайн. Вопросы о том, какие именно пророчества и знания скрыты в свитках, остаются без ответа. Но одно не подлежит сомнению. Мир не будет прежним после того, как эти тексты будут полностью изучены и приняты человечеством.
Теперь, когда завеса частично приподнята, остается лишь ждать следующего шага в этой захватывающей истории. Монахи, живущие в затерянных уголках Гималаев, практикуют ритуалы, которые на первый взгляд могут показаться странными или магическими. Эти практики формировались веками и направлены на достижение глубоких состояний осознанности и изменения восприятия. Окруженные природой, монахи черпают силы и мудрость в элементах, которые для многих остаются незамеченными. Исследователи, впервые увидевшие эти ритуалы, были поражены. Один из обрядов включал использование природных материалов, камней, трав и кристаллов, которым приписывают особые энергетические свойства. Монахи применяют эти предметы для настройки собственной энергии и гармонизации с окружением. В условиях полного уединения их духовные практики приобретают особую силу, помогая достигать глубочайших уровней осознанности. Один из самых загадочных ритуалов связан с медитацией в специальных пещерах, считающихся священными. Эти пещеры известны своей акустикой и уникальной энергетикой, которая, как полагают, усиливает концентрацию и улучшает ментальную ясность. Войдя туда, монахи погружаются в трансцендентные состояния, продолжающиеся от нескольких часов до нескольких дней. За пределами обычного восприятия времени они могут видеть и ощущать то, что недоступно большинству людей. Еще одной важной практикой является использование звуков и вибраций. Монахи создают мантры и погружаются в звуковые медитации, повторяя их многократно. Каждая мантра — не просто набор слов, а особая комбинация звуков, настроенная на определенные частоты, способные воздействовать на ум и тело. Считается, что это помогает достигать гармонии и открывает доступ к скрытым знаниям и внутренней мудрости. Ученые были поражены тем, как простые звуки могут глубоко влиять на сознание. Монахи также практикуют дыхательные упражнения, известные как пранаяма. Эти техники признаны во многих культурах за способность очищать разум и улучшать физическое здоровье. Они верят, что правильное дыхание — ключ к контролю над телом и умом. Через эти практики монахи учатся управлять стрессом и находить внутренний покой, что делает их выносливыми и стойкими в любых испытаниях. Эти ритуалы изменяют не только сознание, но и саму жизнь монахов. Они становятся более осознанными, спокойными и наполненными внутренним светом. В их повседневной жизни нет места суете и тревоге. Вместо этого они сосредоточены на внутреннем развитии и поиске истины. Это позволяет им сохранять ясность мысли и целостность духа даже в самых сложных условиях. Не все, кто приходит к монахам, получают доступ к этим практикам. Ученики тщательно отбираются, и знания передаются лишь тем, кто по-настоящему готов к посвящению. Ритуалы требуют дисциплины и глубокого понимания их сути. Секреты, скрытые за ритуалами, остаются недоступными для внешнего мира. Для их усвоения нужны время, терпение и уважение к древним традициям. Те же, кто получает доступ к этим знаниям, начинают видеть мир иначе и открывают новые горизонты. Помимо монахов, их обитель охраняют странные хранители, люди, чья внешность и поведение производят сильное впечатление. Эти охранники не только следят за порядком, но и оберегают знания, которые могут изменить мир. Их одежда изготовлена из плотной ткани, по словам местных, сплетенной из волокон редких горных растений. Наряды защищают от непогоды и служат символом власти и авторитета. Каждый шов и узор на одежде имеет свое значение и отражает функции носителя в общине. Несмотря на суровый вид, охранники обладают спокойной уверенностью и глубокой мудростью. На их лицах видны следы долгих лет испытаний, но они сохраняют внутреннее равновесие. Они редко говорят, а движения их медленны и продуманы, словно каждое движение должно сберечь энергию и гармонию.
Одна из удивительных черт — способность предчувствовать изменения в окружающей среде, приближение непогоды или потенциальной опасности задолго до ее наступления. Это знание передается из поколения в поколение и помогает эффективно защищать монастырь. Важной обязанностью охранников является управление энергетическим полем, окружающим обитель. По словам монахов, это поле обеспечивает защиту и стабильность, создавая барьер от нежелательных влияний. Охранники используют древние техники, звуковые и световые ритуалы, чтобы поддерживать энергию в равновесии и при необходимости восстанавливать ее. Кроме физических навыков, они владеют и духовными практиками, контролируют сознание и энергию, что позволяет оставаться бдительными и собранными в течение долгих часов. Они не только стражи пространства, но и хранители сокровенных знаний, предназначенных для тех, кто уважает их ценности. Исследователи, наблюдавшие за ними, пришли к выводу, что эти люди действительно уникальны. Их понимание мира выходит за пределы повседневного восприятия. Познать их полностью можно лишь через длительное изучение, уважение и практику. Пока секреты монашеского братства остаются надежно защищенными, мир может лишь догадываться о величии знаний, хранимых в этих горах. Будущее, однако, открывает новые возможности для тех, кто готов учиться и принимать древние мудрости. Возможно, однажды эти знания помогут человечеству сделать новый шаг вперед, изменив представление о жизни и ее смысле. В самом сердце Гималаев, среди заснеженных вершин и глубоких долин, скрыта тайна, способная перевернуть наше понимание мира. Это не просто физическое место, а сберегалище знаний и мудрости, охраняемое древними монахами. Говорят, что здесь лежат ключи к новому этапу развития человечества, и те, кто смел и мудр, однажды смогут их отыскать. Величественные горы всегда были источником легенд. Возможно, рассказы о народах, способных передвигаться между мирами, содержат долю истины. В древности, по преданию, монахи нашли способы проникать за грань обыденного, открывая новые горизонты сознания и познания. Основа этих знаний — понимание скрытых законов Вселенной, связывающих материю и дух в единое целое. Одна из самых загадочных сторон открытия — возможность влияния на само время. Монахи, живущие в глубинах Гималаев, кажутся неподвластными его течению. Для них временные рамки размыты, и их существование как будто выходит за пределы линейного времени. Это может объяснять их долголетие и ясность ума. Секреты, которые они охраняют, касаются не только физического мира, но и измерений, остающихся невидимыми для обычного взгляда. Они исследуют не только материю, но и энергию, пронизывающую все сущее. Эта энергия — источник силы и мудрости, доступ к которой может получить тот, кто готов пройти процесс глубокого самопознания и изменений. Монахи верят, что, изменяя восприятие реальности, можно влиять на саму реальность. Вместе с тем у них есть практичные знания для воздействия на тело и разум. Сложные медитации, дыхательные техники и особые ритуалы меняют не только восприятие мира, но и природу их бытия. Их способность контролировать тело и ум открывает новые возможности для человечества в областях здоровья, образования и технологий. Исследователи начинают осознавать, что прикоснулись к древним истинам. Знания, накопленные здесь, могут стать основой для нового этапа развития цивилизации. Если люди смогут научиться использовать энергетику и мудрость монахов, это может означать качественное улучшение жизни для многих. Тайна Гималаев делает шаги в будущее более определенными. Она обещает изменить то, как мы понимаем себя и взаимодействуем с миром. Эти знания могут открыть двери для новых технологий и пониманий, которые повлияют на восприятие природы вещей.
Пока секреты остаются закрытыми, мы можем лишь догадываться о величии того, что они скрывают. Возможно, когда человечество будет готово принять эти знания, произойдет настоящая революция в нашем мировосприятии. До тех пор этот регион остается местом, где нечто по-настоящему невероятное ждет своего часа, чтобы навсегда изменить наше будущее. В итоге эта история является примером невероятной настойчивости и силы духа, а также призывом к действию. Мы можем изменить мир, начиная с себя и своих привычек, становиться внимательнее и отзывчивее к нуждам окружающих. Каждый из нас способен внести вклад в сохранение жизни на планете. Истории о древних монастырях и находках напоминают нам, что перемены возможны, если мы осмелимся сделать шаг навстречу им. Отдельно стоит отметить и другие случаи, порожденные интересом к историческим находкам. В регионах, где популяризировалось магнитное извлечение предметов из воды, стали проводиться массовые акции по очистке водоемов. Люди вместе с энтузиастами вынимают металлический мусор и старые предметы, проявляя заботу об окружающей среде. Это усилило положительное отношение к хобби, которое теперь не только увлекательно, но и приносит реальную пользу экологии. Истории о поднятых со дна реки артефактах и обломках самолетов стали не только научным и историческим событием, но и социальной инициативой, вовлекавшей множество людей. Магнитная рыбалка показала, что даже обычное хобби может изменить жизнь, вернуть забытые страницы истории и подарить новые знания. Этот случай вдохновил многих на новые приключения и исследования. Люди стали больше интересоваться историей своих мест, осознавая, что под водой могут скрываться удивительные артефакты. Теперь, когда самолет был поднят, у этой истории появился шанс продолжиться. Остается ждать, какие еще открытия принесет будущее. Мы можем сделать мир более справедливым и гуманным как для животных, так и для людей, если будем действовать во имя этих изменений. И помните, каждый из нас способен внести свой вклад в создание более доброго и внимательного мира для всех обитателей нашей планеты.